5 лет назад. Я очень хорошо помню обстановку, в которых стали происходить печальные события в Сирии. Вскоре после начала я был в составе делегации, которая была в Сирии. И события только-только начали происходить, но среди сирийских друзей практически не было никого, кто не был бы уверен, что на этом дело не остановится, что сценарий силовой запущен американцами, и в стране будет война. Вот с таким печальным настроением был вот этот вот старт этих событий. И инициатива в тот период времени, и это все понимали, она прочно достаточно была в руках Соединенных Штатов Америки и тех сил, которые помогали реализовывать вот эти вот сценарии в тот период времени. Так получилось, что события в Сирии оказались не только в эпицентре внимания, но и оказались такими симптоматичными, что ли. Именно в Сирии сценарий вот этот силовой американский, он впервые не сработал. Инициатива переместилась в Москву. И вот то, что сегодня произошло, вчерашнее решение, которое было принято военно-политическим руководством нашей страны, оно для многих оказалось неожиданным и произвело огромное воздействие и на силы сирийские, внутрисирийские, и на внерегиональных игроков. Я думаю, что назревает в Соединенных Штатах Америки пересмотр вот этой глобальной силовой линии, которая была характерна для последнего 10-15 лет. И именно в Сирии впервые четко и ясно вот эти линии начали складываться. Действительно, основные цели, которые ставило наше военно-политическое руководство, выполнены. Вспомним, что 30 сентября, когда началась наша акция, была крайне напряженная ситуация, и в практическом плане уже вставал вопрос о возможном захвате столицы независимого государства Сирии международными боевиками. И перед нашими военными стала задача помочь правительственным войскам предотвратить такое развитие событий. Что и было, собственно говоря, сделано. Сейчас инициатива не полностью, но так преобладающая тенденция перешла в руки войск правительства Сирии. Боевики отодвинуты не только от столицы, но потерпели поражение в целом ряде провинций, хотя война продолжается, борьба продолжается, и, по-видимому, еще не скоро она остановится. Но самый тревожный момент оказался позади, и ключевой элемент вот такого развития событий, я считаю, что это было, конечно, участие наших военно-космических сил. Своевременность принятия вот этого решения еще и связана с тем, что на апрель назначены выборы. И, конечно, я думаю, что если эти выборы будут происходить в ситуации, когда не будут иностранные, даже дружественные войска находиться на территории Сирии, это облегчит проведение вот этой крупной политической кампании.